Всем привет-привет! Всем прекрасной недели, солнечной, теплой. Это дубль 2 моей записи. Первая прервалась тем, что пришло сообщение, которое рассылает у нас здесь, когда есть какие-то изменения, как оповещение, не знаю, как это по-русски правильно перевести, то есть на телефон присылает сообщение о том, что вот надвигается либо, например, какая-нибудь гроза, такая, что-то такое опасное, либо там землетрясение, в общем, какие-то такие оповещения. Вот. И обычно, когда я записываю расклады, я отключаю интернет, чтобы никто мне не мешал, ничего не присылал, не было такого, но к таким, скажем так, государственным службам, да, оповещения у них есть, даже если твой, как это объяснить-то, интернет, Wi-Fi отключен. Вот, и поэтому я начала записывать расклад, но меня прервали. Поэтому я вынуждена записать сначала. Вот. Видимо, я что-то там говорила такое, что не совсем нужно вам, не нужна была вам эта информация. Но вкратце я скажу, что в телеграм-канале, кто подписан, хорошо, кто нет и хочет подписаться, ссылку на телеграм-канал вы можете найти в разделе «Сообщество» на главной странице моего канала, YouTube-канала, да, там, где в разделе «Сообщество», где я пишу анонс на блиц-консультации каждую неделю, да, внизу я оставляю контакт на Telegram. Либо под этим роликом, нажимая на ссылку «Мои услуги», вас перебрасывает на документы, и там вы увидите прямо в первом параграфе ссылку на Telegram-канал. Вот. Кому интересно, можете подписаться, а я там делаю как раз-таки рубрику, которую я назвала «Полет мыслей», и разбираю темы раскладов, которые я делаю здесь на YouTube. То есть, например, сегодня у нас тема «Стоит ли вам действовать или все пройдет само?». Вот эту тему, да, я разбираю. И, в принципе, все темы раскладов. Вот. Правда, изначально у меня было желание делать расклад и, так скажем, болталку, чтобы вам проще было понятно, да, к раскладу. Вот. Но из-за того, что прошлая неделя вся она была занята беседами со смыслом, да, моей новой услугой, вот я не смогла записать, но это ничего не значит, я буду продолжать писать. Вот. Поэтому, кому интересно вступление, да, чтобы не забирать много времени перед раскладом, я, так скажем, теперь перенесла это в Telegram. А сегодня мы с вами будем делать расклад, стоит ли вам действовать или все пройдет само. Опять же таки пояснение и все такое я запишу в Телеграме, ролик, видео. Там сможете это все посмотреть, почему такая тема, что и как, к чему. А мы с вами сразу перейдем к раскладу. И вначале я буду смотреть, поскольку у нас вопрос касательно какой-то ситуации, стоит ли вам действовать. Вот сначала, наверное, будет описание ситуации, чтобы вам было понятно, ваше, не ваше. Вот. А потом ответ на вопрос, стоит ли действовать, либо оно там само как-то разрешится. И здесь, вот в этом раскладе, наверное, не надо выбирать варианты, поэтому я говорю до того, как вы будете их выбирать, а скорее всего просто прослушать сигнификацию ситуации. Потому что, допустим, вы можете выбрать там первую позицию, а сигнификация и сама ситуация, о которой пойдет речь, она, например, у вас там во второй либо в третьем варианте, а вы его бы не выбрали. То есть здесь нужно просто слушать сигнификацию. Но вот это только в этом раскладе. Это мое, так скажем, как рекомендация. Вы сделаете так, как посчитаете нужным. Вот, и давайте мы сразу приступим. Итак, позиция номер 1, голубенький камешек. Сначала опишем ситуацию, о которой здесь идет речь. Ситуация, над которой, это новая ситуация, да, это не старая, это новая ситуация, над которой вы размышляете, она за делом, да, то есть с акцентом на получение какого-то результата. То есть что-то мы хотим получить в физическом плане, да, либо это там материя, либо это какие-то ресурсы, либо что-то для нас ценное.
И здесь очень много мыслей по поводу того, как же мне это получить. Но в этой ситуации нам не хватает желания, да, то есть у нас здесь еще пока нету амбиций, мы находимся на этапе обдумывания. И сама ситуация, о которой здесь идет речь, она такая достаточно поверхностная, либо вы ее не воспринимаете глубоко, либо не анализируете глубоко, либо при обдумывании, да, вы стараетесь не опираться на эмоции, да, то есть здесь не хватает как раз-таки желания, вот энергии, да, вот этой вот искры, и не хватает какой-то глубины переживаний, эмоций. То есть здесь идет холодный разум, и у нас здесь есть стихия Земли, да, то есть акцент на получение какого-то конкретного результата. Поэтому речь идет о каком-то, возможно, планировании, о сборе информации. Из-за того, что вот то, на чем вы сфокусированы сейчас, оно для вас важно, здесь хочется сказать, что как будто бы вот все методы, что ли, все способы достижения в вашем понимании хороши. Почему я говорю в вашем понимании? Потому что ну, вот, иногда здесь могут проходить какие-то хитрости, да, то есть когда немножко такая детская позиция, да, когда я сам не могу дотянуться до чего-то, я могу и разрушить. Ну вот, чтобы у меня нет, и у другого пускай не будет, да, либо я это хочу любой ценой, и я готов любыми способами, методами получить вот то, что мне нужно. Конечно же, это крайности, но они тоже имеют место быть. Еще что это за ситуация? Здесь речь идет о партнерстве. О партнерстве, о дружбе, о тандеме, либо это ваше внутреннее состояние, да, то есть я хочу любым способом ощутить в себе внутри вот эту вот наполненность, любовь, возможно, здесь и не хватает вам ресурса, именно в контексте состояния, да, вот как там, то, что вот я говорила в начале, желания. Либо, если здесь касается, допустим, личной жизни, да, то желание, вот я хочу любым способом, ну вот быть с этим человеком, он мне нужен, он важен, он для меня актуален, и я разрабатываю, скажем так, но здесь до стратегии еще далеко, потому что здесь человек, вот именно по пажу, он не способен выстраивать, у него нету такого опыта. Но, по крайней мере, как-то вот планировать, говорить об этом, размышлять, высказывать свою точку зрения, да, здесь человек будет. Либо, если это не касается личной жизни, то есть здесь несколько вариантов, да, двойка кубков – это аркан любви, это аркан наполненности, да, очень глубоких таких состояний, но и одновременно он указывает именно на такое сбалансированное состояние внутри себя, да, когда человек находит внутри себя, так скажем, свое отражение, да, когда он един в себе. То есть, если, допустим, это с точки зрения саморазвития, вы хотите прийти к единению себя, да, то есть понять, как вот я могу быть в состоянии вот гармонии, когда не будет раздрайва, когда не будет каких-то сомнений внутри себя. Если это не внутреннее состояние единства, да, то есть объединение чего-то, то, возможно, это во внешнем мире, да, касается какой-то ситуации, где должно произойти единение, либо должно прийти некое такое понимание, да, то есть, опять же, в ситуации присутствует здесь какой-то человек, которого вы считаете, что он вас понимает, что ли, что вот есть что-то общее между вами, и либо вы нашли как некое такое отражение самого себя в личности другого человека. Это может быть партнер, это может быть друг, это может быть вообще какой-нибудь родственник. Либо незнакомый вам человек, ну то есть близко я имею в виду незнакомый, но вот присутствует какое-то, знаете, родство душ. То есть либо это ваше внутреннее состояние родства душ, либо это внешнее. Либо если мы говорим вообще не о человеке, а о ситуации, то вот такое ощущение, что хочется найти понимание именно в этой ситуации, да, чтобы она как-то разрешилась гармонично, без каких-либо дополнительных затрат, чтобы это вот было, как-то сказать, полюбовно, да, как-то так.
Что еще здесь за ситуация? Два аркана вышло, да, у нас императрица и король Пентаклей. Ну, смотрите, здесь напрямую может касаться личной жизни, да, потому что двойка кубков, императрица у нас говорит о статусе, король Пентаклей тоже указывает на объединение и общие какие-то обязательства. Вот, поэтому, ну, здесь есть, допустим, ситуация касается какого-то желания, да, войти не то чтобы в союз с каким-то человеком, а чтобы это вот как-то стало более официально. Не обязательно подтверждение, да, там, в ЗАГСе с печатью, штампом и так далее, но чтобы это вот взаимоотношения, чтобы они были официальные, чтобы они были, ну, в статусе, чтобы было какое-то признание не только от человека, но еще и от социума. Возможно, даже и совместное проживание. Да? То есть вот здесь такое. Если это не касается личной жизни, то это какая-то ситуация, допустим, профессиональная, где речь идет о том, что я хочу наконец-таки организовать свою жизнь и жить в достатке таким образом, чтобы вот моя душа успокоилась, потому что, возможно, много здесь тревожности у нас идет за финансовую составляющую вопроса. То есть также здесь может быть ситуация, когда вы хотите ощутить себя хозяином, да, то есть хозяином ситуации не в контексте, что я хочу это контролировать, а наоборот в контексте вот какой-то структурности, понятности, ясности. То есть здесь человек либо что-то планирует, он об этом очень долго думает, либо человек сконцентрирован на получении того, что ему здесь необходимо. Вот такая ситуация. Если она вас... Если есть какой-то отклик внутри вас на мои слова, то, что я говорю, значит, это ваша позиция. Так, а стоит ли вам в этой ситуации здесь действовать, либо она сама разрешится, да, то есть произойдет все само. Стоит ли вам действовать, либо здесь, ну, все произойдет само. Отшельник говорит о том, что пока действовать не приходится, ну, то есть не стоит. Хотя я не люблю такие ответы, стоит, не стоит. Вам решать, конечно же. Но отшельник говорит о том, что здесь действий во внешнем плане нету. Есть действия внутренние. И вот эта вот ситуация, она, опять же таки, если, допустим, в контексте саморазвития, да, если мы на это сделаем акцент, то отшельник говорит о том, что необходимо погрузиться внутрь себя и найти ответ на тот вопрос, который вас беспокоит в контексте именно ценностей, да, а стоит или не стоит, нужна ли вам вообще эта ситуация или нет, ну, какой-то результат, которого вы здесь ожидаете. И здесь, скорее всего, такие более глубокие вопросы, которые мы задаем себе в контексте разбора, для чего мне дана эта ситуация, да, что вот она мне подсвечивает внутри меня, да. То есть здесь влияние, если или действия, если есть какие-то на эту ситуацию, то только через себя, через то, чтобы понять и разобраться. Здесь у меня ощущение такое, что вот как будто бы разрешение этой ситуации вам не дается специально для того, чтобы вы что-то в себе изменили. И вот эта ситуация, либо этот человек, он здесь в данном случае... либо она, ситуация в этом случае, подсвечивает что-то, на что вы не обращали внимания, вот что вы не видите, да, то есть, либо это может быть еще, знаете, как некая такая площадка, то есть, если убрать эту площадку, да, то необходимого вам развития не произойдет, а здесь вот эта вот площадка в виде человека, либо ситуация, она нужна даже не для того, чтобы она разрешилась, а благодаря ей, я бы сказала так, вы растете, вы меняетесь, ну, то есть, это, в принципе, то же самое, что я сказала ранее, только другими словами. Вот, здесь что-то необходимо увидеть вам в этой ситуации, да, скорее эта ситуация учит вас, девятка пентаклей, увидеть себя, да, увидеть свою уникальность, увидеть свою неповторимость, ценность себя. Здесь как будто бы она направлена на то, чтобы, как здесь объяснить-то, не то, чтобы вы стремились к целостности, да, восприятие себя вот именно как целостного, как уже готового человека, а наоборот, чтобы вы увидели, что вы уже таким являетесь. То
То есть здесь ощущение того, что если, допустим, это тема отношений, что мне чего-то не хватает для того, чтобы вот я пришла, например, к позиции, да, императрицы. Там, мне нужны эти отношения, вот когда они будут официальны, либо я буду там заявлена как-то, либо проявлена, тогда я пойму, что эти отношения официальные. То есть вот какие-то рамки все равно здесь есть. Вы как-то себя вставите в какие-то рамки. И как будто вы себе говорите, что я еще не доросла до этой роли, но я хочу к ней прийти. А здесь вам указывает наоборот. Обрати внимание, что ты уже в этой роли, но по каким-то причинам вы этого не видите. Если это не тема отношений, а, допустим, там саморазвитие, либо какая-то другая ситуация, может, там профессиональная, вам кажется, что где-то в чем-то вы не являетесь хозяйкой обстоятельств, да, что вам еще вот как будто бы что-то нужно сделать. Здесь ощущение того, что мне еще нужно поработать над собой, чтобы вот там что-то изменилось. Но это вот какое-то такое убеждение, связанное с непониманием себя. Здесь я не могу сказать, что вы не уверены, да, какая там заниженная самооценка. Нет, но здесь такое ощущение, что вы не признаете себя, что вы уже девятка пентаклей, по причине того, что это вот как белое пятно для вас, понимаете? То есть вот как бы вам ни говорили, что смотри, допустим, человек стремится стать хорошим художником, да, и он много над этим работает, и он уже этого достиг. Но принять себя вот в своей голове, как будто бы вот осознать, что да, я уже художник, он не может. Он остался в позиции вот этого раннего его восприятия себя, когда я еще не волшебник, я только учусь. Вот. А здесь вам говорят, что увидь, что ты уже волшебник. То есть то, что ты хочешь, это уже есть у тебя. Просто, возможно, оно подается не в той форме, возможно, ну вот не так, как ты себе представляешь, как-то по-другому, но вы в любом случае уже являетесь вот этой девяткой пентаклей. Здесь принять нужно. Что нужно принять? Ну вот, то, что я и сказала, да, восьмерка пентаклей, что вы уже человек, мастер, вы уже человек, достигший какого-то успеха. Не знаю, почему вы... Вот вы как-то себя занижаете, понимаете? Вот если бы можно было сказать, как вас видит Вселенная, Вселенная вас видит, например, либо внешний мир вас видит вот здесь, вот по императрице. А вы себя как-то, ну не знаю, занижаете и говорите, что нет, я еще не дошла до этой роли, а вы уже давно в этом месте. То есть это трон, он уже ваш, вы его давно заслужили, и вы уже давно в нем пребываете, только вот в своей голове это никак не осознаете, что вы уже мастер. Вам кажется, что нужно еще что-то делать. Конечно, здесь не имеется в виду, что если достигли чего-то, да, вот сели на этот трон, что все, больше, ну, останавливается какое-то действие. Нет. Возможно, здесь есть и страх даже того, что вот если вдруг я приду к этому состоянию, то что потом, да, то есть, по сути, я достигаю своей какой-то цели, а что потом за этой целью? И иногда бывает так, что не доходя там за шаг, как говорится, до цели, человек начинает сам себя саботировать. Почему? Потому что он большую цель себе не поставил. И мозг начинает воссоздавать картинку страха, что окей, если мы дойдем до рубежа того, который нам нужен, да, до цели, которую мы хотим, потом будет пустота. Это неприятное состояние, и человек избегает. И таким образом он как будто бы не то что отодвигает, как откладывает, да, реализацию своего желания. Ну, это вот какой-то такой механизм защиты, да, психической. И поэтому очень важно ставить всегда две цели. Одна краткосрочная, вот то, что вы можете, да, уже сейчас, уже сегодня сделать, а другая, она должна быть вот прям такая грандиозная, прям вот масштабная, для того, чтобы вот вы к ней шли, и по сути, ну, сложно было бы вообще к ней дойти, но в какой-то момент вы все равно дойдете. Пускай она будет там не через 5 лет, через 10, но обязательно вы к ней придете, просто ставите вот эту вот масштабную, чтобы был какой-то ориентир, не для того, чтобы ее достичь, хотя изначальная задача такая, а вот некий такой ориентир, что я в этом направлении иду, для того, чтобы вот первая вот эта цель, которую вы достигаете, да, чтобы вы действительно ее достигли, чтобы не было саботажа, и вы сливались, тем самым не дойдя ни до первого уровня, ни до последнего. То есть вот здесь какие-то такие программки работают. А отвечая на вопрос, стоит ли вам действовать, либо оно само произойдет, пока действовать не нужно. Единственное, что нужно принять себя, что вы уже мастер. Да,
что вы уже, вот опять-таки в контексте саморазвития, да, двойка кубков у нас здесь была, здесь аркан мира, что вы уже мастер. Ну, я же забыла, она же полуголая. Что вы уже мастер, что вы уже целостный человек, да, что уже здесь единство, оно произошло. То есть здесь принять надо себя, вот что я сказала, что вы уже целостные. Не то, что вы к этому стремитесь, а вы уже пришли туда, к чему стремились. Ну вот только просто осознание у вас этого нету. Вот поэтому отшельнику нужно, чтобы вы остановились и заглянули внутрь себя, что вы уже тот, кем вы хотите стать. Вот, здесь такая ситуация. А произойдет ли все само, вот здесь вот в контексте того, что вы хотите, ну, по идее, оно уже произошло, только вы это не видите. А произойдет ли оно само? Произойдет ли оно само? Да нет, я не думаю, что здесь все само произойдет. То есть действовать вам не нужно. Я сказала, что нужно сделать. Но и само оно тоже не произойдет, не случится. Здесь все равно надо будет работать над этим, да. Вот она, десятка пентаклей, да, то есть для кого-то это деньги, фундамент, то, что вот мы сказали, достижение, получение чего-то вот в физическом плане. Для кого-то это семья, для кого-то это достаток, для кого-то это фундамент, для кого-то это ценности, то, что нужно. Здесь нужно время. И получается так, что само оно не произойдет, вам нужно будет работать, но уже не через призму того, что я хочу это получить, а через призму, что я это получила, либо получил, и продолжаю двигаться дальше, усовершенствуя, не знаю, наслаждаясь этим, неважно, но все равно продолжаете двигаться дальше. То есть, имея уже это, понимая, что у меня уже это есть, вы продолжаете наслаждаться, то есть здесь все равно надо будет двигаться в этом направлении и работать. Не закрываться, да. То есть здесь не надо закрываться от этой любви, здесь ощущение того, что у вас уже есть это состояние, глубокое состояние, желаемое вами состояние, у вас уже есть. То есть если это отношение вы хотели любви, она уже у вас присутствует. Только как объяснить здесь? Но это какое-то внутреннее такое состояние, это не внешнее, то есть, возможно, вы хотели бы, если опять-таки в контексте отношений, да, этого проявления, чтобы вот больше вам показывали, чтобы больше вам выражали, допустим, да, если это партнер чувственного какого-то аспекта в вашу сторону, но здесь идет закрытие, то есть здесь этого не будет. Ну, скорее всего, не потому что там вас там не любят, либо еще что-то. Скорее всего, здесь просто человек такой, который не способен выражать. Может быть, здесь нужно даже еще и обратить внимание, потому что он выпал с королем педаклей, обратите внимание, может быть, он выражает свои чувства другим форматом. То есть он вас любит по-другому, через заботу. Через заботу, через комфорт, внимание, да, вот, ну, как-то не романтично, так скажем, да, не знаю, может быть, через подарки, через, ну, то есть вы видите, здесь по-разному просто, может быть, я не могу сказать каждому как, но вы видите, что вы для человека важны, что вы уже являетесь императрицей. Но это не значит, что нужно вот так вот полностью расслабиться и все, я теперь не буду вкладываться, ничего не буду делать. Нет, вы продолжаете, просто чем больше вы будете вкладываться, чем больше вы будете делать шаг за шагом, поступательно, медленно, не торопясь, очень важно, вы придете к тому результату, который вы хотите. Если это не касается личной жизни, а касается, там, я не знаю, опять же таки, да, саморазвития, либо профессиональной сферы, да, то вы уже достигли того, чего вы хотите. И речь идет о том, что не нужно закрываться от тех идей, которые у вас появляются внутри. Старайтесь их реализовывать, да. Старайтесь искать возможности, чтобы они были не только внутри вас, а проявлялись в физическом плане. То есть каким-то образом заземляйте их, проявляйте эти идеи, вот, и вы увидите, что тот достаток, то, что вам необходимо, либо те финансы, которые вам необходимы, ценности, не знаю, что здесь есть, вы это получите. То есть все будет хорошо, нужно просто вытаскивать то, что есть внутри вас, наружу.
Вот, и продолжать действовать. То есть ответ на вопрос, стоит ли действовать или произойдет все само не произойдет, действовать нужно, но не так, как вы действуете сейчас, а с позиции, которую я рассказала ранее. Так, это была первая позиция. Первая позиция. Ну, в общем, здесь начали с пажа мечей, да, с мыслей. Мыслите, скорее всего, верно. Так, а вторая позиция, красный камешек, двоечки. Что здесь за ситуация, которую будем мы разбирать? Очень эмоциональная, очень глубокая. Стабильная ситуация, могу сказать, то есть она не новая, она уже длится какой-то определенный период времени, но здесь очень много переживаний по поводу того, что она никак не разрешается. То есть настолько все заякорилось, настолько все стало стабильным, что с одной стороны это уже как-то скучно, и ничего не развивается. И из-за того, что нет развития, вы здесь начинаете переживать, начинаете тревожиться. Вот я хочу посмотреть, насколько это обосновано, вот эта вот тревога того, что насколько она обоснована. Может быть, до какого-то определенного момента она и была обоснована, но тут жезлов указывает на то, что идут какие-то перемены, по крайней мере, потенциал на изменение ситуации, которая была очень долгое время зависшей. То есть что-то, какие-то искры, какие-то сподвиги, да, маленькое какое-то небольшое движение, оно уже появляется. Но четверка пентаклей – это такой аркан, как, знаете, как некая такая башня. Я люблю говорить, как некий такой бункер, который фиг с места сдвинешь, да, то есть все настолько заикарилось, все настолько проросло, что вот изменить эту систему уже достаточно сложно. И иногда бывает так, что самостоятельно не получается, что, возможно, нужна будет даже и помощь, ну, либо извне, либо внешних сил. То есть что-то должно вмешаться намного большее, чем вот та система, в которой здесь мы находимся. Да, то есть, например, если речь идет о семейной какой-то системе, да, вот как выстроена традиция, ничего не меняется, изменить какие-то устои в семье сложно, то должна быть сила большая, чем наша семья, например, да, там, не знаю, может быть, какие-нибудь госслужбы, да, которые могут повлиять своим устоем, да, своим укладом на семейные какие-то уклады. То есть это получается так, что кто-то больший должен вмешаться, потому что самостоятельно здесь как будто бы изменить невозможно. То есть здесь вопрос даже не в том, чтобы изменить, а здесь нужно будет разрушать до основания эту ситуацию, потому что вот четверка пентаклей, четверка некая такая система, шаблон, это все так структурно, да еще и пентакли, это вот какая-то такая тяжесть, что, ну вот как-то взять этот кирпичик и сдвинуть очень сложно. Проще все разрушить и заново построить. Это будет менее энергозатратно, хотя слышится, что вот прям столько усилий, нежели вот как-то что-то сдвигать. Ну это как сдвигать слона с места, да? Такой нехороший пример пошел в голову, не буду его озвучивать. Вот. Ладно, ну, в общем, здесь нужно будет что-то разрушать, поэтому вообще эмоции по королеве кубков, они здесь не совсем уместны. В контексте чего? В контексте того, что здесь ситуацию необходимо разрешить, да, как-то ее проанализировать, собрать необходимую всю информацию. То есть, если мы говорим, например, ну, если такая небольшая по значимости, да, ситуация, и вот вы хотите определиться, что, допустим, что мне нужно сделать, то здесь по аркану справедливости, как правило, можно собрать, например, разные советы от разных людей, которые в теме, которые, ну, действительно знают, не сплетни собирать, и не интернет-информацию, да, не обоснованную, а люди, которые в теме, да, может быть, люди, которые в законе, люди, которые, там, я не знаю, разбираются, либо как-то сопричастны к этой теме, да, вот собрать несколько разных мнений, взглядов на ситуацию,
объективных взглядов, вот, и потом принимать какое-то решение. То есть, возможно, взгляд со стороны, ну, не одного человека, а нескольких людей, он поможет. То есть, прежде чем сделать какой-то, принять какое-то решение, да, как говорится, вынести приговор по аркану справедливости, надо все хорошенечко взвесить, надо все хорошенечко перепроверить по несколько раз, да, то есть здесь эмоции вообще в этой ситуации, они не совсем уместны. Почему? Неуместны для решения этой ситуации. То есть мы не можем сказать, что да, человек, ну, бессмысленно переживать. Если он переживает, значит, есть какой-то смысл. Да? Тем более, что двоечки, они такие очень эмоциональные и чувствительные. Вот. И, ну, то есть у меня такое ощущение, что их переживание, оно вот с их точки зрения, оно обоснованное. Да? То есть я переживаю, потому что я живой человек, я это чувствую. Да, может быть более чувствительный, чем кто-то другой. Может быть более эмоциональный, реакции здесь, чем кто-то другой, но эмоции, они здесь очень сильные, и в данном случае они просто не способствуют решению этой задачи. Вот так давайте скажу. Мы не можем запретить человеку что-то чувствовать, да, либо там, как обычно, когда человек переживает, волнуется, вот эта вот тупая фраза, на мой взгляд, да, не волнуйся. Можно подумать, есть какая-то кнопочка, когда ты нажимаешь, и все, и перестаешь волноваться. Либо если бы было так легко для этого человека не волноваться, наверное, бы он это сделал. Если волнуется, значит, не может справиться с чем-то, да, с какой-то реакцией, с каким-то состоянием. И говорит либо успокойся в такой момент, но это, ну, не самое, скажем так, дальновидное, не самый дальновидный совет, либо рекомендация. Поэтому эмоции здесь присутствуют, нужно что-то решить, разрешить какую-то ситуацию, которая долгое время стагнирует, не развивается. Но какой-то вот такой задел, да, по тузу жезлов, да, он уже здесь появляется. То есть либо появляется какая-то информация, либо внутри вас вы чувствуете, что как-то вот я более уверенно себя стала ощущать, да, то есть либо приходят какие-то идеи, либо приходят желания, да, амбиции, то есть появляется, может быть, больше энергии на то, чтобы сдвинулась ситуация с мертвой точки. Может быть, какая-то надежда, да, здесь появляется. Вот об этом идет речь. Я не знаю, чего здесь касается. Думаю, если в общих чертах я описала вам понятно, да, то, ну, это ваш вариант. Так, стоит ли вам действовать или все произойдет само? Давайте посмотрим. Действовать стоит, да, шестерка педаклей вообще указывает, да, и сам аркан, так как он отрисован, вообще указывает на то, что действительно действовать стоит. И здесь велика вероятность, что нужна какая-то помощь. Возможно, нужно к кому-то обратиться. Кому-то обратиться за помощью. Разрешится ли ситуация сама? Знаете, сама ситуация, я сейчас вернусь к этой шестерке педаклей, я просто хотела посмотреть дальше, сама ситуация, она не разрешится сама по себе, но какие-то сдвиги, если вы ничего не будете делать, они будут. А вот в каком направлении будут сдвиги, то есть желаемые либо нет, ну вот видите, одна система переходит в другую систему. То есть четверка жезлов переходит в четверка педаклей в четверку жезлов. То есть это как, знаете, как будто бы это одна ситуация, только называется по-другому. Одно дело мы называем брак, а другое дело мы говорим, что это, например, ячейка общества. Ну, суть, в принципе, она не изменяется, да, то есть вы понимаете, вот здесь вот примерно, что только звучит как-то красивее, да, как-то вот получше, более официально. Вот здесь вот примерно так же. То есть, да, сдвиги будут, они будут небольшие, но как-то вот приукрашено, что ли, завуалировано, за какой-то ширмой. Вот мне не очень это нравится. Хотя четверка жезлов — позитивный аркан.
я бы не опиралась на то, что сама ситуация. Хотя, знаете, что можно сделать? Можно взять вот эту ситуацию. То есть, если вы ничего не делаете, да, то есть ситуация в какой-то момент, она так или иначе будет какой-то сдвиг. Вот если в этот момент, когда появится вот этот сдвиг, а он уже появляется, да, от уже жезлов мы уже идем к рыцарю жезлов, то есть предшествовал паж и уже рыцарь, то есть уже есть какие-то действия с какими-то результатами. Вот если в этот момент подхватить и дальше уже развивать ситуацию, как вы хотите, да, то есть не полагаясь на что вот оно дальше само будет развиваться, то есть как только вы увидите какие-то сдвиги, подхватить эту ситуацию и развивать дальше самостоятельно, действовать, как третий вариант. Что будет тогда? Вот тогда будет хорошо, да, восьмерка жезлов, тогда все пойдет намного быстрее. То есть с одной стороны, допустим, ну, сама ситуация развивается, и вы как-то вот помогаете, ну, как в сотрудничестве, что ли. Как-то так, то есть, допустим, высшие силы помогают, да, и вот как только они начали вам помогать, вы тоже включаетесь в процесс, и он начинает быстрее развиваться. Но здесь придется подождать. Здесь придется подождать, прежде чем эта ситуация начнет развиваться самостоятельно. Либо то, что я сказала изначально, вы можете попросить о помощи, но... С одной стороны, здесь нужно быть аккуратным, да, почему? Потому что дьявол указывает на то, что такое чувство, что смотрите, чтобы не пошли за малым, да, а забрали у вас еще больше, чем могли бы вам предложить. Ну, то есть вот какой-то обман, что-то здесь нечестное может быть, то есть будьте бдительными, вот. Ну, то есть, знаете как, мне не хватает денег, к примеру, да, я хочу больше зарабатывать, и я обращаюсь за помощью, да, к какому-то мастеру, вот, и мастер мне говорит: окей, я тебе помогу, но нужно заплатить, а у вас и так денег нет, и вы говорите: ну, окей, хорошо, я возьму в долг, я заплачу тебе твои услуги, вроде бы, как этот мастер что-то делает, а по факту, когда уже должен был какой-то быть результат, ну, за то, что вы заплатили, вы этот результат не получаете. Получается, что вы остались и в долгу, потому что вы деньги в долг у кого-то брали на этого мастера, и результат-то не получили. И у вас есть свои проблемы, свой какой-то недостаток, да, уже вот, ну, допустим, если это финансовый аспект, вот, и вы еще новый какой-то получили. Здесь проблема в выборе как раз-таки, потому что вот не ведитесь, да, хочется сказать, не ведитесь на что-то. Дьявол, он вот вас будет здесь искушать, будет проверять. И в конечном итоге заберет больше, чем... Ну, то есть вы результат не получите и чего-то лишитесь. Чего вы тут лишитесь? Здесь нужно аккуратно быть в контексте того, кому вы обращаетесь за помощью. Вот о чем я хочу сказать. Что у вас заберет, чего вы лишитесь? Ну, возможности выбора и каких-то перемен. Возможности выбора и каких-то перемен. Поэтому будьте внимательны, кому вы обращаетесь за помощью. Что вам здесь поможет понять, кому... Королева жезлов, да вы сами понимаете, да, если вы женщина, а если вы мужчина, то здесь, скорее всего, какая-то очень такая независимая женщина, да, вам может помочь. А если вы женщина, то вы сами себе можете помочь, именно включая какую-то свою интуицию и быть очень внимательной при заключении какой-то сделки. Да? То есть, когда вы покупаете какой-то товар, какую-то услугу, да, будьте внимательны здесь. То есть сама сделка, она должна быть выгодной. Ну, то есть здесь договор должен быть win-win, да, то есть оба должны остаться в выигрыше. И вы, и, допустим, мастер. Если вы видите, что мастер в выигрыше, а вы как-то в чем-то проигрываете, то нет. Здесь равный баланс какой-то должен быть, обмен должен быть равнозначный, равноценный. То есть вот если вы видите, что вы больше теряете, ну, то есть если нет вот этого вот равенства, а вы это понимаете внутри себя, то есть вот бывает так.
даже в разговоре, в диалоге, да, вот общаешься с человеком, и ты понимаешь, что вот ты отдал больше энергии, чем получил. Почему? Потому что когда диалог завершается, да, и если вы чувствуете внутри себя какое-то опустошение, значит, вы отдали намного больше, либо чем нужно было, либо у вас забрали, неважно, ну, то есть равного обмена не было. Если после общения с человеком вы ощущаете вот какой-то, не знаю, прилив, хорошее настроение, да, как минимум нету ничего такого негативного, ни каких-то мыслей, ни осадочка, ничего. Это был равный обмен, да, то есть вы либо остались при своей энергии, вот, либо если есть подъем, значит вы получили больше. И здесь не в контексте финансов, а именно энергетического обмена. Вот, ну, у вас хорошо развита чуйка. Вы, ну, то есть просто не ведитесь на... Здесь может быть так, что можете попасть в какую-то ловушку, вашего какого-то уязвимого места. Вот что у вас здесь за уязвимое какое-то место? Аркан умеренности. Знаете что? Когда здесь говорят, допустим, ты ничего не делай, я все сделаю за тебя, да, мастер, допустим, обращаетесь на какую-нибудь чистку или еще что-то, и вам мастер говорит, а тебе ничего не нужно будет делать, я все сделаю за тебя. И вот это стоит столько. И вы оплачиваете, и сидите и ждете результата, и вам, допустим, мастер говорит, все, я все сделала, ты все чистенькое, все классно, вот как только родилась, либо как только родился. А вы смотрите, у вас в жизни ничего не меняется. Ну, как было, так и было. Ну, то есть нету никакого результата. Если чистка произошла, да, то какие-то перемены должны произойти обязательно. Ну, то есть одно дело, когда вы болеете, условно говоря, низкие вибрации, да, грязные, а другое дело, когда вы выздоравливаете, ну, как минимум у вас идет прилив энергии, да, как минимум уже нету этого упадка. Вот точно так же и в чистках. То есть если чистка прошла, значит, что-то должно поменяться. Пускай это будет небольшое, но какие-то изменения вы должны видеть. А если вы этих изменений не видите, если вы не чувствуете прилив энергии, там, изменения в настроении, то что-то произошло не так. Вот здесь не ведитесь на аркан умеренности, на то, что либо все будет идти очень медленно, то есть надо набраться терпения, никуда не торопись. Вот будьте, в общем, внимательны, бдительны. Я не могу здесь сказать, потому что ситуации же разные, но по королеве жезлов, да, вы... человек такой, знаете, хоть это и не королева мечей, да, которая использует свой интеллект, но как минимум это королева жезлов, которая использует свою чуйку. А порой это намного больше, чем интеллект. Ну, то есть люди всегда внутри себя, знаете, понимают. Второй вопрос, что они никогда не прислушиваются к себе. Но понимание, что когда тебя... у меня идет там прям фольклор, а поскольку я не выражаюсь этим фольклором, ну, такой, знаете... иногда одно такое емкое слово, да, и понятно. Вот. А когда ты понимаешь, что тебя обманывают, вот, но это такая легкая форма, либо тобой пользуются, все равно человек чувствует, что что-то не так. Пускай у него нет осознания, но внутренняя чуйка, внутренний голос, он всегда говорит, вот что-то не так, что-то мне не нравится. Я не совсем могу понять, но что-то не так. Вот это вот чувство, что-то не так, почаще к нему прислушивайтесь. Так, позиция номер 3. Я помню, что я обещала короткий расклад, но мне кажется, что он не короткий. Вот, ну, по времени не смотрела, но по ощущениям так. Хорошо. Троечки, смотрим ситуацию вашу. Вот, если что-то откликается, да, слушаем дальше. Итак, сначала, что здесь за ситуация, которая нас интересует? Ситуация мечтания, фантазии, какая-то ситуация иллюзорная. Семерка кубков, семерка мечей. Видите, иллюзорность, самообман, то есть какие-то состояния, которые происходят в каком-то таком, знаете, увеличенном эмоциональном состоянии. Что я имею в виду? Когда человек там преувеличивает что-то, но основание у этого преувеличения, оно эмоциональное. Вы знаете как? Затмился мой рассудок, семерка мечей.
какой-то вот экстаз, да, какие-то там, я не знаю, представления, иллюзорные мечты, что вот все это реализуется. Но это все настолько сопровождается эмоциями по семеркам, что идет затмевание разума, и человек принимает решения неадекватно. И вот здесь вот у нас показана, значит, семерка кубков о каких-то мечтаниях, о каких-то представлениях. То есть здесь вот именно вот эти эмоциональные кубки, эмоциональное состояние, оно как это правильно, гиперболированное, да, то есть преувеличенное. Вот. И из-за этого преувеличения вы не можете адекватно оценить данную ситуацию. То есть то ли здесь человек на что-то надеется, что-то здесь представляет, что-то фантазирует, да, что-то, не знаю, о чем-то мечтает здесь. А с другой стороны, ну, то есть какой-то вот обман присутствует, причем человек как-то вот осознанно себя обманывает и интеллектуально. То есть здесь не только состояние, но и мысли какие-то нереальные, нереалистичные, потому что на них влияет эмоция. Вот какие эмоции здесь влияют на эту ситуацию? Вот еще одна семерка, представляете? 3 семерки подряд. Интересно, как выпало. Какие эмоции? Эмоции, вот ожидания. Вот я говорю, ожидание, надежда на что-то такое. Что здесь идет как вера, что все равно все будет хорошо, что все равно все будет так, как мне надо. То есть вот какие-то надежды, но они не объективные. Здесь надежда, то есть человек сам себя мыслительно старается переубедить в чем-то, да, то есть вот он понимает, что ну не так, ситуация не такая, ну не так она выглядит. Что-то не так, вот то, что я говорила во второй позиции, да, но человек как-то себе объясняет, нет, все нормально, да, там, я не знаю, это же человек сказал, а я этому человеку верю, хотя внутри ты понимаешь, что что-то не так. Тут, здесь какие-то мечты, допустим, вам предложили, хотите купить какую-то недвижимость, и вот вам говорят, смотрите, какая идеальная недвижимость, да, как, допустим, картинки в интернете прекрасные прикладывают, вот, там, зелень, все такое, а приезжаете на местность, да, когда уже купили этот участок, смотрите, ну, блин, глушь глухотой, да, вроде бы красиво, да, вроде бы все идеально, но мне там чесать до ближайшей, как говорится, остановки, это вот прям хорошая кардионагрузка. А если это каждый день, то это вообще не, мне такой участок не нужен. Но вам об этом не сказали, да, то есть вот как-то вот преподнесли в наилучшем свете. Вы как-то сами себя убеждаете в этом. Плюс семерка педаклей, которая говорит о том, что ну, много усилий прикладываю, а результата нет. Но все равно человек продолжает верить, что да не может быть, да, я же вот столько уже вложился, да, ну вот будет результат, да, он может быть маленький, я не говорю, что здесь совсем нет результата, но он не соизмерим с теми ресурсами и вкладами в то дело, в ту ситуацию, которую мы здесь рассматриваем, да, то есть проще было бы оставить этот чемодан без ручки. И вообще вся ситуация, она какая-то, ну, 3 семерки, она какая-то не такая. Вот что мне не нравится в этой. Причем, знаете, удивительный момент. Люди, которые выбирают третью позицию, они очень умные. Здесь не в контексте интеллекта, а в контексте житейского какого-то опыта. Да? То есть вот вообще сама жизнь, она преподнесла вам столько уроков, и вы мудры, такая вот житейская мудрость, бытовая, практичная мудрость. Да, не как у единиц там, философского склада ума, да, либо там аналитическая какая-то такая позиция. Здесь вот люди вот прям по практике своей понимают, что ну нет, меня здесь разводят. Но почему-то вы по каким-то причинам продолжаете здесь в это верить. Вот почему вы верите, я не могу понять. Ну вот потому что есть паш кубков, да, потому что надежда, потому что есть какая-то надежда. Плюс ко всему здесь такое ощущение, что вы как будто бы то ли эта ситуация новая для вас, хотя семерка педаклей указывает на то, что вы с ней уже знакомы какой-то период, вкладываетесь. Вот ваше восприятие этой ситуации, что вы как будто бы мелкие, ну то есть не совсем эксперты, что ли, либо вам чего-то здесь не хватает.
Либо какой-то информации здесь не хватает, либо здесь не хватает как-то вот поддержки, что ли, за дело. То есть, возможно, в этой ситуации вы являетесь хорошим исполнителем, прям такой, знаете, человек, который любит то, что он делает, но вот ему как будто бы опыта, мне здесь идет, опыта не хватает в этом. И поэтому вот он как будто бы прислушивается. Здесь, знаете, как человек, опять же таки, на примере недвижимости, не знаю, может быть, кто-то действительно хочет у вас здесь купить недвижимость, такое ощущение, что человек никогда не покупал недвижимость. Возможно, в своей сфере, как профессионал, ясное дело, что есть опыт, да, и он вообще может быть классным мастером. Вот, и смекалка у него работает, и все хорошо, но он никогда не покупал недвижимость, и он не знает, допустим, там, на что нужно обращать внимание. И вот ему как будто бы здесь что-то предлагают, что-то продвигают, проталкивают, пропихивают, и он понимает, что что-то не так, но ему кажется, что, а может быть, я ошибаюсь, да, в силу того, что я никогда не покупал, я не знаю, что какие-то вот подвохи могут быть, да, какие-то хитрости, обманы. Интуитивно человек понимает, что что-то не так, но, знаете, здесь еще может быть, допустим, муж говорит жене, да, что вот я нашел там, я не знаю, гараж хочу купить, к примеру, вот, нашел и начинает все это рассказывать, и жена ему говорит, ну вот мне не лежит душа, да, здесь, ну, не совсем так, ну, не нужно нам это покупать. И вот муж сидит и думает, да, о том, что, блин, ну, что-то, может быть, она и права, но я же типа здесь мужик, да, я должен решать, а мне кажется, что все нормально, да, что это все окей, но меня же не могут обмануть, это там какая-то там официальная компания, да, такая серьезная, там серьезные типа люди работают. Тут что-то здесь такое, есть какой-то подвох, я не могу понять. Если что, потом сами напишите, вам-то это известно. Что еще здесь за ситуация? Ну, видите, очень много тревог. Вы же не случайно здесь переживаете за эту ситуацию, да? Семерка мечей, девятка мечей. Не случайно. За что вы тут переживаете, тревожитесь? Королева мечей. За какие-то перемены, да? За какие-то изменения, которые нужно будет сделать. За какие-то обязательства. Здесь может быть так, что вам предлагают даже какую-то работу, и ее очень хорошо разрисовали, но вы понимаете, что есть какой-то подвох. Но с другой стороны, у вас как будто есть какие-то, по королеве мечей, какие-то обязательства, которые нужно выполнить, да, что-то нужно решить. И вот здесь вопрос «надо», он встает выше вопроса «я так чувствую». И вот вы себе говорите о том, что окей, чувства оставляем потом, вот я сначала сделаю все, что надо, а потом чувства. То есть даже в каких-то моментах я могу сам себе наступать на горло вот на эти чувства, на эту эмоцию, на эту интуицию, вот, и идти в соответствии вот с какими-то логическими выводами. Но такое ощущение, что это ни к чему хорошему не приведет. Потому что как будто бы шансы, возможности намного больше. Вам нужно здесь посмотреть шире. Есть еще что-то, чего вы, может быть, не видите, да, то есть горизонты намного шире, а вы почему-то зациклились здесь на чем-то одном конкретном. И это, с одной стороны, да, вас приманил какой-то урок, который вы здесь пройдете, негативный, но, безусловно, он нужен для души, иначе вы бы не притянулись на него. Вот. А с другой стороны, ну вот, его можно избежать. То есть здесь человек как будто бы должен выбрать сам. Что это значит? Да? Либо я осознанно понимаю, что я сейчас буду совершать ошибку, но вот, видимо, как говорится, нет худа без добра. Вот благодаря вот этому худу придет обязательно какое-то добро. И я это делаю осознанно. То есть я понимаю, что я ошибаюсь, но вот, допустим, мне надо научиться. Для чего-то мне это надо, для какого-то опыта. И я осознанно, ключевое слово осознанно иду в это. И потом я никого винить не буду, потому что я изначально знаю, что это вот как будто бы что-то такое провальное. Это один вариант. А второй вариант, когда человек понимает и говорит, нафига мне эти ваши уроки, да, я хочу быть, ну, я хочу идти легким путем, да, я устал, уже запарился всеми этими вашими уроками и проработками жить, да, давайте посмотрим что-то другое. В таком случае, да, здесь
результат идет на двойка жезла, который говорит, у вас открыты горизонты, посмотрите что-то другое. Ну, то есть не привязывайтесь к этому, да, а посмотрите на что-то другое здесь нужно обратить внимание. Да, что-то здесь нужно изменить. Видите, колесо фортуны. То есть подсказка уже идет и свыше, что что-то здесь нужно изменить. То, как вы трудитесь, то, во что вы вкладываете усилия. Здесь очень много усилий вы прикладываете. Не случайно у нас 7 пентаклей. То есть вот работаете, да, над чем-то, причем не только физически, да, какой-то труд, а вообще труд, в котором очень много работы. Неважно, какого формата эта работа, там интеллектуальная, может быть, эмоциональная работа, неважно. Очень много прикладываете какого-то труда. Вот это вот нужно изменить. Да? Почему? Потому что это всегда приводит к состоянию разочарования. Вот то, что я говорила, здесь энергия такая. То есть, причем интересно, что высшие силы здесь дают вам такую подсказку. Просто информация идет свыше, что если ты хочешь... Не знаю, почему такого. Такое вот у меня впервые, когда идет вот эта вот информация, если ты выбираешь осознанное развитие, то есть, что значит осознанное? Я не глупый, я не дурак. Я понимаю, что то, что я делаю, это неправильно. Но, с другой стороны, с точки зрения развития души, да, вот этот опыт, он будет полезен. Он будет неприятный, но он будет полезен, вы из него много выводов сделаете. То есть, вот это вот «ниоткуда без добра», то, что я сказала ранее, оно здесь присутствует. Но чтобы решиться на это, нужна осознанность. Да? Почему? Потому что я буду проживать этот опыт, но при этом с позиции наблюдателя, не буду включаться, потому что он будет болезненный. Лишние эмоции не нужны. Но опыт как опыт, то, чтобы сделать выводы, он полезен. Поэтому здесь не нужно включаться, нужно быть в позиции наблюдателя, смотреть, как это все разворачивается, проживаете, делаете какие-то определенные выводы и урок. И вот в таком случае он будет вам полезен. Вот. Но если вы будете включаться эмоционально, секунду, дали водички, то запах сильный стал. Если вы будете включаться эмоционально, то вы не вынесете в нужное время необходимые уроки здесь для себя. Ну, то есть вы вот прям будете вариться в этой ситуации, и вы как будто бы ее не сможете целостно увидеть, не сможете понять, в чем заключался замысел всего того, что происходило. Поэтому здесь информация такая: либо ты идешь осознанно в это, да, и тогда у тебя будет вот какой-то этап, да, скачок развития. Заметьте, здесь малые арканы, на которые в любой момент вы можете повлиять. То есть вы как будто бы сами создаете эту ситуацию. Вот, и она не свыше дана. Вы ее создаете, она вам нужна для развития вашей души. Если наплевать на развитие души, да, в принципе, такое тоже нормально, да, бывают такие этапы, когда не хочу я развиваться, да, я не готова, дайте мне это самое, передышку, вот, типа свобода выбора же есть, тогда есть какой-то другой вариант, либо какие-то другие варианты, здесь не обязательно один, несколько каких-то вариантов, которые вы можете выбрать, вот, совершить правильный выбор для того, чтобы изменить ситуацию, над которой вы долгое время работаете, чтобы потом не разочаровываться. Вот, в принципе, здесь об этом и сказать, что потом не было никаких разочарований и огорчений. Вот. Но это, знаете как, кто-то избегает боли. Почему? Потому что ему вообще боль это неприятная. Особенно если у него низкий болевой порог. А у кого-то достаточно высокий болевой порог, и человек говорит: окей, я иду на этот риск, я готов принять эту боль. Почему? Потому что она мне нужна, то есть в ней во всех вещах есть свои плюсы и свои минусы. Вот осознанный человек – это тот человек, который осознает и понимает, да, что есть плюсы и минусы, он все равно соглашается, потому что он так или иначе сделает определенные выводы, и он получит опыт, который его обогатит. И в таком случае здесь происходит вот как будто бы сотрудничество, да, то есть вы являетесь творцом, то есть вместе с высшими силами, да, либо вместе со своей душой, ну и вы являетесь душой, вы творите, создаете свою реальность, да, и в реальности, вот в нашем дуальном мире, она дуальная. И говорить, что я вот хочу выбирать только хорошее, да, и от плохого отказываюсь, ну...
в этом нет совсем осознанности. Почему? Потому что нету ничего такого однозначного, что вот однозначное добро и однозначное зло. Вот все перетекает одно в другое, и все зависит от того, кто смотрит, как смотрит, в каком состоянии и так далее, и так далее. Да, то есть вот не все так однозначно. В общем, думаю, вы поняли, о чем здесь речь идет, да, что я вам говорю. Так, и главный ответ на вопрос, стоит ли действовать или все же эта ситуация пройдет сама. Стоит ли вам как-то тут действовать? Конечно, стоит действовать. Мать и мать тоже. Маг говорит о том, что вам все подвластно. Вот вы достигли до такого уровня, когда, ну, здесь великие арканы, здесь младшие арканы, когда вы не просто вам все подвластно, а вы вот как щелкаете орешки, сможете решить эту ситуацию. Вот прям на раз, два, три. Стоит ли вам действовать? Ну, да, конечно, если хотите, да. Вы сможете, вы справитесь, маг. Угу. Причем сможете это сделать с огромным удовольствием, да, выйдете еще наполненные. Угу. Здесь будет какой-то успех. Успех будет эмоциональный, как минимум. А если, допустим, мы скажем, что все оставить вот так на самотек, все оставить на самотек, ну, опять же таки, не получится, вас так или иначе свыше заставит двигаться. Просто будет сложнее. Почему? Потому что нужно будет вот эти вот оковы как-то разрывать. Надо будет как-то с собой договариваться, да, потому что вот эта вот восьмерка мечей, она приводит к девятке мечей. Вот эта вот бесконечная череда неудач, нервные какие-то срывы, проблемы, самоограничения, да, убеждения. Вот для того, чтобы двигаться, вы так или иначе с этим столкнетесь. Ситуация, да, она и сама сможет, но вам все равно придется прикладывать усилия, понимаете? Либо вы сами изначально берете все в свои руки по магу и получаете от этого удовольствие, да, результат удовольствия, либо ситуация начинает, он так или иначе будет прорыв, но он будет по мечам неприятный. Да, вам все равно придется отказаться, да, восьмерка кубков. Вот я отказываюсь от того, что когда-то мне было близко. Ну, то есть вас так или иначе будут пинать, двигать туда, куда нужно, в том направлении, в котором нужно, и будете отказываться. Это вот болезненное, да, это болезненное. Это то, чего вы боитесь здесь, в принципе. Ну, вы это и так знаете. Вот, и на дне аркан влюбленных. То есть выбор все равно придется сделать. Вот, но здесь не в контексте того, что это либо добровольно, либо принудительно, нет. Просто добровольно больше шансов, я имею в виду добровольно действовать, да, придумать и выбрать для себя самый наилучший вариант развития ситуации. Потому что если вы не выбираете, за вас выбирает судьба. А когда судьба выбирает, это не факт всегда, что она выбирает самое лучшее, я имею в виду в контексте позитива. То, что самое лучшее, да, но в контексте развития души, а не в контексте позитива. То есть она может выбрать то, что для вас будет болезненно, то, что будет неприятно, да, но вот в больших масштабах, да, в контексте эволюции души, да, это полезно, но не факт, что там не будет боли, не факт, что там не будет разочарования и так далее. Да, то есть это как лекарство. Принимаешь лекарства, а они, зараза, горькие. Полезные, ну, опять же таки, да, вопрос полезности. Если это в правильных дозах, да, и, в общем, с теоретической точки зрения, давайте я так скажу, любые лекарства, они способствуют излечению, да, от чего-то. Вот. Но на вкус они всегда все противные, они всегда горькие. Они не всегда хорошие. Вот и здесь какое-то такое решение, да, типа я придумаю для себя решение, да, я тебе дам медикаментозное, да, какое-то вмешательство, но вкус у этих лекарств, да, либо уколы, это болезненные, да, неприятные, на вкус это горечь, это вот как, не знаю, какое-то неприятное состояние. Вот здесь примерно то же самое. Так, вот такой был расклад. Так, значит, мне нужно будет записать в телеграм-канале
полет мысли на эту тему, да, стоит ли вам вообще действовать, либо все произойдет само. Вот, а я с вами прощаюсь до среды. На всякий случай скажу, что новая моя услуга «Беседа со смыслом», 37-минутная, она теперь стала на постоянной основе. Более подробно почитать о ней вы сможете по ссылке «Мои услуги» внизу. Да, то есть в любой момент можете ко мне обращаться. Мы будем, проведем с вами эту беседу онлайн. Вот, то есть не в записи, а онлайн. И имейте в виду, что это не означает, что это будет онлайн-расклад. Вот здесь вот я хочу подчеркнуть это. То есть если это беседа, это беседа. Я могу выйти в любой роли для вас удобной. То есть если хотите, чтобы это был ответ и вопрос-ответ в контексте Таро, то окей. Если хотите просто побеседовать, поговорить, накипело, да, хочу вот поговорить, и мне нужно мнение какого-то человека, а вам, Елене, я доверяю. Вот я хочу ваше мнение услышать, окей, я его расскажу. Если хотите, чтобы я была там в роли психолога, да, объясните, что у меня здесь за сценарий, но при этом без карт, окей, такой вариант тоже нужно. Либо кто-то хочет, там, я не знаю, начал заниматься там вышивкой, рисованием, свечами, чем угодно, маятником, и хочет со мной поделиться. Вот я хочу поделиться. Я знаю, что вы меня не будете осуждать, не будете критиковать. Вот мне важно с вами просто побеседовать. Окей, такой формат тоже можно. Да? Хочу вам прочитать свои стихи. Да ради бога, за 30 минут читайте, сколько стихов вы сможете. Да? Я буду очень внимательно вас слушать. Вот. Если надо кого-то поддержать, как-то замотивировать, там, я не знаю, опять-таки, именно в контексте вербального взаимодействия без карт. То есть не всегда, к чему я хочу подвести, не всегда в этих беседах я использую карты. Все зависит от того, что хотите вы, потому что запрос у людей разный. Вот, и это беседы, то есть я хочу, чтобы разделить в вашем восприятии, что у меня есть услуга расклад, 30-минутный, да, на 3 вопроса, но в записи. Так как я обычно делаю расклады в аудиозаписи, на 3 вопроса 30 минут. Есть такое. Вот. А тут здесь, значит, акцент не на расклад, а на взаимодействие с вами через беседу. Вот на этом я и делаю акцент. А в каком формате? Хотите карту? Окей. Хотите вообще без карт? Окей. Хотите, особенно если, допустим, вы начинающий таролог, начинаете делать расклады, вы чувствуете неуверенность. У кого спросить, вы не знаете. Вот приходите ко мне, и мы с вами 30 минут практикуем. То есть вы делаете расклады, высказываете как и что, интерпретацию, что вы видите, а я буду вас корректировать, да, что вот обрати на это внимание, здесь можно будет вот так. Включи свою интуицию, как ее включить, да, где-то что-то подскажу. То есть если нужно и такое направление, окей, и такое будет. В принципе, все, что вы хотите, как бы вы хотели со мной повзаимодействовать в течение 30 минут. А кто-то может просто поговорить. Вот ни о чем, да, хочу поговорить, да, я не знаю, какую-то тему о погоде. Главное, чтобы я была в ней компетентна. Иначе я просто могу вас сидеть и слушать. Ну, если у меня нет собственного мнения, да, если мне не хватает опыта, я же не всезнайка. Вот. Как-то так. На сегодня прощаюсь с вами до среды. Всем пока-пока.